Итак, друзья, берем клубнику, желательно помельче, вот такую вот, чтобы она была тверденькая и маленькая. Вот эта крупная, она будет немножко развариваться, но ничего. Засыпаем ее сахаром. Обычно берем 1 к 1. Вы смотрите. Если кому-то кажется много, можете столько не сыпать, можете поменьше. Все, сейчас дадим постоять, можно на ночь, в принципе, поставить так. Можно на пару часов, чтобы сахар начал растаять и клубника пустит сок. Итак, когда все растаяло, ставим на маленький огонь и где-то минут 5 ждем, например, ту же пенку. Пеночку снимаем и после этого ставим на большой огонь, включаем большой огонь и где-то 15 минут кипятим на большом огне. Собираю вот эту пенку посерединке и вот на таком большом огне, можно чуть меньше, чтобы не убегало, 15 минут буду варить варенье. Вот достаточно такие большие крупные пузыри должны образовываться. Найдите тот уровень огня, который будет, чтобы оно не убегало. Мне пришлось взять кастрюлю побольше, потому что мое стало убегать. Вот, и чтобы оно не просто там варилось, томилось, а именно вот так достаточно на таком среднем, даже может быть больше среднего огне, так вот пузырилось. Тогда получается, что сахар карамелизируется и варенье будет достаточно густым. Но также все зависит от количества и от качества клубники, ягоды самой, потому что может быть водянистая, крупная. Вот, поэтому я вам сразу сказала, что лучше взять такую помельче, маленькую, ну, тогда она будет и форму сохранять, и, соответственно, меньше сока будет давать. Вот, и тогда будет погуще вот эта жидкость. Засекаем 15 минут, вот так вот должно оно вариться. Итак, бросаем лимонную кислоту и еще 5 минут. Смотрите, вот именно эти пузырьки нам нужны, они такие достаточно густые уже, хорошие. И можете проверять, опять-таки, взять капельку на тарелочку и посмотреть, как быстро она стекает. Просто тарелочку поверните и посмотрите. Если очень быстро идет, значит еще нужно поварить. Если достаточно медленно стекает, значит готово. Все, еще 5 минут с лимонной кислотой. Лимонная кислота дает не только кислоту, но и консервацию. То есть это такой натуральный консервант. Итак, друзья, смотрите, какая красота получилась. Буквально 20 минут и варенье готово. Не надо варить его долго. И смотрите, какое оно густое. Здесь нету ни загустителей, и оно еще теплое к тому же. То есть, когда оно станет холодным, когда оно остынет, оно будет еще гораздо желеподобным. Просто 20 минут на большом огне. Но смотрите, чтобы не подгорело, чтобы стенки кастрюли или где вы будете готовить, чтобы они были толстыми. Вот, буквально 15 минут на большом огне и 5 минут добавляете еще лимонную кислоту и еще варите. Все, ничего здесь нету. Потому что часто пишут, что добавили что-то или сделали, но не показали. Нет, все показали. Так что приятного аппетита, обязательно приготовьте. А на этом я заканчиваю. Будьте здоровы и счастливы. Пока-пока.